2025 год обещает стать настоящей феерией для всех фанатов кинематографа. И сегодня я хотел бы рассказать вам о самых ожидаемых фильмах, которые увидят свет в предстоящем году и, возможно, станут новыми культовыми хитами. Думаю, будет удобнее не делить фильмы по жанрам, франшизам или тем более делать из этого какой-то топ. Так что фильмы я расставил просто по датам выхода. Также хочу отметить, что список фильмов я составлял лично сам, выбирая из сотни всего того, что было анонсировано официально и неофициально. Вы в комментариях также можете указать фильмы, которые, по вашему мнению, заслуживают внимания. Ну и какой фильм является самым ожидаемым для вас. Первым фильмом года, который я выделил лично для себя, это фантастическая комедия с Робертом Паттинсоном и Марком Руффало «Микки 17». Фильм основывается на романе «Микки 7». По сюжету Микки, желая покинуть Землю, подписывается на то, чтобы стать, можно сказать, расходным материалом, а именно одноразовым сотрудником, у которого после смерти одной итерации регенерируется новое тело с большей частью воспоминаний. И так Микки проходит различные испытания, раз за разом умирая и возрождаясь в новом теле. Но все меняется после очередного задания, в ходе которого вариант остается жив и, прибыв на базу, встречается уже со своим следующим вариантом, что является огромным сбоем в системе, и после чего все его дубликаты подлежат уничтожению. Погодите, он еще жив. Да, ничего. Первым фильмом Marvel 25 года станет четвертый сольный фильм о Капитане Америка, титул которого после завершения арки бесконечности и ухода Стива Роджерса переходит к его другу Сэму Уилсону. Однако есть много тех, кто оказался с этим решением не согласен. Фильм является прямым продолжением истории, начатой в сериале «Сокол и Зимний солдат». Так что рекомендую перед просмотром фильма ознакомиться и с сериальной предысторией. Несмотря на спорные отзывы о первых предпоказах фильма, он уже прошел несколько стадий досъемок и пересъемок, что так или иначе должно пойти картине на пользу. Фильм обещает впервые показать на экранах персонажа Красного Халка в исполнении Харрисона Форда, а также Джанкарло Эспозито в лице главы Змеиного сообщества. По предположительному сюжету, завязкой картины может стать обнародование нового могущественного материала во вселенной Адамантия, который станет альтернативой вибраниума, за которым начнут охоту многие недоброжелатели. You want me? Come and get me! «Электрический штат» — это научно-фантастический фильм от режиссеров, которые подарили нам «Мстители. Войну бесконечности» и «Финал» — братья Руссо. Фильм основан на одноименном романе 2018 года, сюжет которого расскажет об альтернативном мире, в котором произошла технологическая катастрофа. В центре сюжета осиротевшая девочка в исполнении Милли Бобби Браун и ее спутник Робот. Вместе они отправятся на поиски пропавшего брата девочки, а поможет им в этой экспедиции Крис Пратт. Холодильниками бросаетесь? Фильм является лайв-экшн адаптацией одноименного мультфильма о Белоснежке и Семи гномах, историю которой, думаю, знает каждый. Однако мультфильм еще на ранних этапах успел получить кучу критики и сомнительных отзывов из-за своей попытки осовременить и вписать в фильм современные нормы кинематографа, поменяв расу некоторых персонажей. Но в целом, думаю, несмотря ни на что, фильм в любом случае станет достаточно успешным, если авторы все-таки не рискнут менять что-то еще в оригинальном повествовании и пытаться менять шедевр прошлых лет. Тихо, тихо. Это девушка. Ну а вы что подумали? Ничего. Тролль! В апреле всех фанатов легендарной игры ожидает долгожданная экранизация «Квадратного мира». Работа над фильмом началась уже более 10 лет, в далеком 2014 году, и периодически застревала и начиналась заново, так что многие уже было перестали верить в то, что фильм когда-нибудь увидит свет. Однако, на удивление, работу наконец удалось завершить в этом году, и фильм получил свой первый трейлер и дату релиза в следующем. По трейлеру фильм, конечно, больше походит на предыдущую экранизацию «Джуманджи», преимущественно в комедийном формате. История расскажет о каноничном главном герое Стиве, который однажды попал в кубический мир, где ему пришлось обосноваться, и спустя года к нему в мир попадают новые герои. А чтобы вернуться домой, им всем вместе придется пройти грандиозный магический квест и выжить в опасном кубическом мире. Что за безумное место? Не говори. Вторым фильмом от Marvel в 2025 году станут «Громовержцы». Фильм расскажет о команде антигероев и в прошлом злодеев, которых сталкивает вместе персонаж в лице Аллегры де Фонтейн, которая уже не раз появлялась в предыдущих сериальных проектах от Marvel. В команду войдут Красный Страж, Елена Белова, Баки Барнс, Призрак, Таскмастер и Агент США. Всем вместе им придется выполнить правительственное поручение. А главным магафином фильма является персонаж, которого нам в трейлере представили как Боб. Но вроде как уже не секрет, что он является каноничным воплощением персонажа по прозвищу Часовой, который
который по оригину является одним из могущественных персонажей комиксов Marvel. Однако есть у этого персонажа беда, связанная с разделением личности. И вот насколько силен часовой в своем геройском облике, так настолько же и опасно его злодейское альтер-эго. В общем, фильм обещает стать аналогом отряда самоубийц от Marvel. И вполне вероятно, что далеко не все члены команды смогут его пережить. Но с годами начинаешь понимать, что кроме плохих людей есть только подонки и никого больше. Какие же вы очаровательные. Очередная лайв-экшн адаптация одного из популярнейших мультфильмов и мультсериалов от Disney, экранизацию которого ждали уже многие годы. Сюжет рассказывает о девочке Лила, которая живет на Гавайях. И в один прекрасный день гостем их планеты становится пришелец по имени Стич, который появился на свет в ходе незаконных экспериментов космического ученого Джамбо, от которого Стичу и удается сбежать на Землю в поисках убежища. Пришелец знакомится с девочкой Лила, которая впоследствии принимается за перевоспитание своего нового друга. Однако создатель в лице Джамбо не готов так просто оставить плод своих экспериментов. Восьмая часть шпионской франшизы с Томом Крузом, которая на этот раз обещает стать последней в серии фильмов о шпионе Итане Ханте. Действия фильма будут происходить прямо после событий, рассказанных в предыдущей части с подзаголовком «Смертельная расплата». По небольшому синопсису известно, что Итан должен будет уничтожить искусственный интеллект сущность и остановить своего старого врага Габриэла, чтобы очередной раз спасти мир от угрозы и выполнить свою последнюю миссию. Ты должен мне довериться. Последний раз. Еще один фильм по франшизе «Карате-пацан» под заголовком «Легенды» станет прямым продолжением фильма 2010 года. Сюжет фильма пока что находится в тайне. Однако, по слухам, фильм расскажет историю подростка Ли Фонга, который переезжает из Китая в США и, привыкая к новой жизни, открывает в себе любовь к боевым искусствам, после чего ему удается познакомиться с настоящими мастерами карате в исполнении Ральфа Мачио и легендарного Джеки Чана, который вновь вернется к исполнению роли мистера Хана. И вместе мастера помогут молодому Фонгу постигнуть настоящее мастерство карате. Лето начнется с продолжения еще одной франшизы, а именно серии фильмов о Джонни Уике. «Балерина» станет пятым полнометражным фильмом во франшизе о Бабе Яге и станет первым полнометражным спин-оффом, действия которого развернутся между третьими и четвертыми частями основной истории. Фильм расскажет о балерине и наемнице по имени Ева Макара в исполнении Анны де Армас. Прежде героиня уже появлялась в третьем фильме в исполнении другой актрисы Юнити Феллон. Своим ролям из предыдущих фильмов также официально вернутся и Анджелика Хьюстон, Киану Ривз, Иэн Макшейн и Лэнс Риддик. Однако появление последних трех скорее ограничится лишь небольшим камео. Как мне начать то, что делаешь ты? Мне кажется, ты уже начала. «Как приручить дракона» станет лайф-экшн экранизацией одноименного мультфильма, а впоследствии и мультсериала от студии DreamWorks. Судя по первому трейлеру, фильм станет практически покадровым воплощением оригинального мультфильма на экранах. Сюжет расскажет о мире, в котором викинги и драконы долгое время противостоят друг другу. Однако все меняется, когда сын вождя викингов по имени Икинг встречает одного из самых редких драконов — Ночную Фурию, которая пряталась на острове после боевого ранения. Встретив которую, Икинг на удивление решает не убивать, а помочь дракону, завязав тем самым первую дружбу человека и дракона. Я не смогу убивать драконов. Но ты будешь. Я викинг. Я викинг! Элио — совершенно новый мультфильм, что в наши дни большая редкость, от студии Disney и Pixar. Сюжет мультфильма расскажет об 11-летнем мальчике Элио, который случайно оказывается в межпланетной организации, представляющей интересы рас со всех уголков вселенной. Политики ошибочно принимают Элио за лидера Земли, из-за чего перед героем встанет непростая задача — не только установить связь с инопланетными формами, но и отстоять честь родной планеты, чтобы спасти ее от уничтожения. А у тебя что за планета? Земля. Слышали, друзья? Лидер планеты, а Земля! В
28 лет спустя является прямым продолжением фильмов 28 дней спустя и 28 недель спустя, а также, по слухам, откроет новую трилогию фильмов франшизы. Серия фильмов рассказывала историю о мальчике, который отправился на поиски врача для своей умирающей матери. Известно, что картина совершит большой скачок во времени, чтобы исследовать последствия вспышки зомби-вируса спустя почти 3 десятилетия. По одной из версий, сюжет разворачивается прямо после событий 28 недель спустя и повествует о возвращении вируса ярости и о том, как группа выживших будет пытаться выжить в мире, раздираемом полчищами инфицированных. Предстоящий американский спортивный боевик режиссера Джозефа Косински и сценариста Эрона Крюгера, который расскажет о легендарном чемпионате мира по автогонкам Формула-1, созданный в содружестве с Международной автомобильной федерацией. По сюжету фильма Сонни Хейс в исполнении Брэда Питта, гонщик Формулы-1, выступавший в 90-х годах, попадает в ужасную аварию, из-за чего ему приходится уйти из формулы и начать участвовать в других гонках и других дисциплинах. Однако владелец команды Формулы-1 и друг Хейса связываются с ним и просят вернуться в спорт, чтобы стать наставником для талантливого новичка Джошуа Пирса. Предстоящий американско-научный фантастический боевик станет 7-й частью медиа-франшизы «Парк юрского периода» после предыдущей картины 22 года с подзаголовком «Господство». По сюжету, спустя 5 лет после событий прошлого фильма, экология планеты оказалась в значительной степени непригодной для динозавров. Те, что остались, существуют в изолированных экваториальных регионах с климатом, напоминающим тот, в котором они когда-то процветали. 3 самых огромных существа в этой тропической биосфере обладают ключом к лекарству, который и принесет человечеству чудесную пользу и спасет жизни. Июль 2025 года ознаменует старт новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. И хотя первым официальным проектом студии стал мультсериал «Команда монстров», Супермен же должен стать первым полнометражным фильмом вселенной. По фото со съемок и некоторым слухам, в фильме нас ожидает появление главного противника Кларка Кента в лице Лекса Лютера, а также нас ожидает первый взгляд на других новых героев вселенной в лице Мистера Террифика, Хоук-Герл, Зеленого Фонаря и других. А главным антагонистом фильма, помимо Лекса Лютера, может стать и злой клон Супермена Ультрамен. Третьим фильмом в 2025 году от Marvel станет 4-я попытка экранизировать одну из популярнейших арок-комиксов о первой супергеройской семье. По официальному синопсису фильма нас ожидает экранизация истории в параллельной вселенной. Действия будут происходить в 60-х годах в стиле ретро-футуризма, а главным антагонистом фильма выступит Галактус, а также его каноничный Геральт Серебряный Серфер, в новом для экранов женском воплощении. Лично для меня фильм является самым ожидаемым проектом в грядущем году, и я искренне надеюсь, что фильм получится крайне достойным. Кстати, на канале есть видео о предыдущих попытках студии экранизировать фантастическую четверку и почему все предыдущие экранизации проваливались. Ну а также там я рассказываю чуть более подробно о грядущем перезапуске. Продолжение комедийного мультфильма от DreamWorks станет прямым продолжением первой части об антропоморфных зверях-грабителях. По сюжету действия сиквела происходит спустя 5 лет после событий первого мультфильма. Плохие парни, перевоспитавшись, став хорошими парнями, стараются добиться доверия и признания в обществе. Но внезапно на них выходит отряд женщин-преступниц, известных как плохие девчонки, которые убеждают их провернуть последнее дельце. Хотите работать в банке? С банками связаны мои лучшие воспоминания. Ты грабил нас 3 раза. Ой, я... Будущий детективно-комедийный фильм от сценариста и режиссера Райана Джонсона станет 3-й частью франшизы о детективе Бенуа Бланка в исполнении Дэниела Крейга, который расследует очередное запутанное убийство. Детали сюжета картины пока не раскрыты, однако со слов режиссера подзаголовок «Проснись, мертвец» будет прямо связан с событиями в фильме, а детективу Бенуа Бланка предстоит распутать свое самое сложное дело за всю карьеру.
«Пила 11» станет очередным фильмом крупнейшей хоррор-франшизы. Фильм был анонсирован практически сразу же после выхода 10-й части в 2023 году, которая, на удивление многим, стала на редкость успешной, как по отзывам, так и по сборам. Действие 11-й части фильма, по словам одного из продюсеров проекта, будет происходить сразу же после событий, показанных в «Пиле 10», когда героиня Сесилия все еще жива, а Джон Крамер и Аманда Янг все еще находятся в чужой стране. Драматический байопик «Майкл» расскажет нам историю становления и о творческом пути одного из самых известных музыкантов, танцоров и продюсеров Майкла Джексона. Главную роль в картине исполнит родной племянник Майкла Джафар Джексон, а фильм обещает затронуть и рассказать о всем 50-летнем пути, который прошел Майкл. «Трон Арес» — третий фильм о виртуальном мире, который станет продолжением к вышедшему аж 14 лет назад «Трону наследия». Арес переносит зрителей в сердце цифровой вселенной, где герои сталкиваются с новым злом — могущественным искусственным интеллектом под названием Арес. Его цель — уничтожить не только цифровой мир, но и проникнуть в реальный. Полем битвы станут цифровые ландшафты, а главный герой, хакер с таинственным прошлым, должен будет найти способ остановить угрозу. Обещают также, что в фильме не обойдется и без фирменных гонок на светоциклах. Продолжение фильма ужасов 2021 года, основанного на одноименном романе. Фильм продолжит повествование истории мальчика-подростка по имени Финни, запертого в звуконепроницаемом подвале убийцы, куда ему стали поступать звонки от предыдущих жертв маньяка. Точный сюжет фильма пока остается не раскрыт, но, как известно полюбившейся публике, Итан Хоук вновь вернется к главной роли. Второй фильм после перезапуска франшизы «Смертельной битвы» очевидно продолжит историю фильма 2021 года, в котором нас лишь успели познакомить с новым миром вселенной «Смертельных битв» и новыми воплощениями знакомых многим героев. Второй же фильм должен сосредоточиться уже непосредственно на самой битве миров. Создатели фильма обещают не разочаровать фанатов серии и представить еще больше знакомых по предыдущим проектам персонажей, таких как Китана, Синдел, Шао Кан, Джонни Кейдж, Нуб Сайбот, Ночной Волк, Кенши и еще много других. «Хищник пустоши» расскажет очередную историю о космическом охотнике, события которого никак не будут связаны с предыдущими частями, в том числе с последней частью с подзаголовком «Добыча», что в целом логично, учитывая, что события «Добычи» происходили за более чем 260 лет до разборок с пришельцами в первом «Хищнике» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером. Действия нового фильма развернутся в будущем, а в центре сюжета окажутся разные по характеру близняшки Тиа и Тесс, истории которых будут развиваться отдельно друг от друга. Однако в конечном счете сестрам придется объединиться для победы над космическим охотником. «Злая часть 2» станет прямым продолжением фильма, который вышел на экраны буквально недавно, под конец уходящего года, и сразу же смог стать настоящим хитом и одним из самых громких фильмов 2024 года. В центре сюжета находятся две ведьмы страны Оз: Эльфаба, девушка-изгой с зеленой кожей, будущая злая ведьма Запада, и Глинда, привлекательная и амбициозная девушка, ставшая впоследствии доброй ведьмой Севера. История рассказывает о взрослении двух девушек, их соперничестве в борьбе за одного возлюбленного, а также борьбе с тиранией волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы. Анонс «Зверополиса 2» стал неожиданным продолжением мультфильма 2016 года от Disney. Мультфильм расскажет историю расследования Джуди и Ника, идущих по извилистому следу таинственной рептилии, которая прибывает в Зверополис и переворачивает все его существование с ног на голову. События развернутся практически сразу же после финала первой части, а главными героями снова станут лис Ник Уайлд и крольчиха Джуди Хопс, которые станут официальными партнерами по работе. Героям вместе предстоит раскрыть самое загадочное в их карьере дело, и для этого им придется отправиться в новый город под названием Зверовиль. Сиквел киноадаптации одной из популярнейших одноименных хоррор-игр, герой которой устраивается охранником в пиццерию Фредди. Но уже в первую свою ночь на посту он понимает, что смены у Фредди пережить будет нелегко. Все дело в оживших аниматрониках, которые на деле являются не просто роботами, а живыми кровожадными убийцами, не щадящими никого, кто попадется им под руку после полуночи. Во второй части нам показывают, как зло усиливается, а аниматроников становится еще больше. Ну и крайним громким релизом 2025 года станет третья часть франшизы о народе Нави под режиссурой Джеймса Кэмерона. Со слов режиссера, в фильме вы также увидите больше регионов Пандоры и познакомитесь с большим количеством культур. Актеры Сэм Уоррингтон и Зои Салдана вернутся к главным ролям и продолжат исследование Пандоры и знакомство с новыми племенами Нави. Одним из наиболее интригующих аспектов стал новый тип Нави — люди пепла. У новых Нави много злости и ярости, как отметил Кэмерон, подчеркивая, что огненное племя будет противостоять лесным Нави, которые олицетворяют единство с природой.
Но у меня на этом все. Обязательно пишите в комментариях, какие фильмы вы ждете больше всего и какие не вошли в видео. Ну а если вам понравилось видео, буду крайне рад подписке на канал и лайку. Всем огромное спасибо за просмотр. С наступающим вас Новым годом. Пока.